Всем привет и здорово, меня зовут Сизексер, а.к.а. Сека, вы на канале Jade Centers, и сегодня мы разберемся, как нарулить взрывную идейку и написать сценарий, чтобы развивать всех и вся. Держите свои штанишки, потому что это... Самое первое, что я хочу вбить тебе в голову, это то, что твой вкус — это твой вкус, а вкус твоего зрителя — это вкус твоего зрителя. Неожиданно, не правда ли? Поэтому при генерации идеи нужно ориентироваться на вкусы целевой аудитории, иначе твой выкидыш понравится только тебе, твоей маме и еще парочке интересных личностей, как ты. Будет полезным шарить за психологию и маркетинг, ты просто охуеешь, как легко будет генерить прикольные идеи. А сейчас самое приятное — насмотренность. Плюхайся на диван, прикинься губкой и впитывай контент. Вообще весь, плохой, хороший, поебать. Фильмы, клипы, реклама, тиктоки, рилсы, ВК, мемы в Одноклассниках или на Лурке и так далее и тому подобное. Также следи за трендами. В наше время все меняется очень быстро, так что удели этому достаточно внимания. Будь в духе времени, будь духом времени. И да, поглощать контент — это наша работа. Тупо кайф. И, блять, пожалуйста, пользуйся своими сохраненками, ебаный рот, ты же не просто так их копишь. Также к насмотренности можем прихуячить просмотр бэкстейджей, брейкдаунов и туторов, потому что можно случайно наткнуться на какой-нибудь крутой прием или эффект. Ну и, конечно, твой личный опыт и опыт других людей в разных сферах. Проводи параллели, будет прикольно. Реально. Непосредственно перед генерацией разрывной идеи тебе нужно оценить свои силы и ресурсы. Это архиважно, иначе проект так и не дойдет до зрителя. А все, что ты заработаешь, это попа-боль, самобичевание и, может быть, еще парочку душевных расстройств. Еще раз повторюсь, оценивать свои силы архиважно. Да, я и сам проебываюсь с этим делом, амбиции, хуиции не дают покоя, их нужно немножко, того. А теперь к практическим советам от проктолога Сизексер Секи Сексовича. Генерация идеи начинается с постановки задач. Одно дело, когда ты делаешь для себя, другое, когда делаешь для клиента. Но в любом из этих случаев тебе нужно определить целевую аудиторию продукта, который ты делаешь. Если ты будешь делать для всех, значит будешь делать не для кого. А если ты определишься с аудиторией, то многие не работающие на твоего зрителя вещи заблокируют твой мозг, а те, что работают, будут в быстром доступе. Таким образом, генерация идей станет быстрее и проще. Теперь определяемся с тем, что мы хотим донести до зрителя. Это могут быть личные проблемы, которыми ты хочешь поделиться, или интересные истории из жизни, как ты бегал за пивом своему деду. Просто надо это дело немного приукрасить. И вот уже не ты бежишь деду за пивом, а родившийся после ядерного апокалипсиса Серега, который вырос на байках своего шизанутого деда, вышел 1 на 1 против бесконечной радиоактивной пустоши на поиски заветного холодильника с пивом. И только одному богу известно, дойдет ли Серега до конца, сделает он это один, или сможет обрести друзей в этом полном опасности мире. Ну а в конце он приходит, и там фанатики поклоняются радиоактивному пиву. Да-да. Так вот, определяемся с тем, что мы хотим донести до зрителя. Крутую историю, личную или общераспространенную проблему, красивую картинку или все вместе. И не забудь про общее настроение ролика и про то, какие эмоции должен испытывать зритель во время просмотра и после. А еще ебать как важно поставить себе дедлайны. Делать и переделывать проект можно бесконечно, так что ставь дедлайны и не забывай про собственные ресурсы. Ведь это архи важно. А еще ебать как важно под номером 2 это сделать идею простой. Не нужно углубляться и лезть в дебри. Зрители не творцы, они просто поглощают контент, и пихать только глубокие мысли не прикольно. Большинство людей не хотят париться, так что не напрягай их. Запомни, идея должна быть доступной простому челику. Итак, начинаем думать над концепцией идеи. То есть просто прикидываем. Хочу сделать ролик для тех, кто орет с мемов про гачи и шарит за аниме. Хочу раскрыть тему дружбы и предательства, и хочу, чтобы в конце было грустно. И вот тебе уже готовый сетап, в котором ты будешь думать. Уже становится понятно, для кого ты будешь делать, что будешь использовать при генерации идеи и в каких рамках находишься. А если генерация идеи не идет, то попробуй включить музыку, вспомнить личный опыт и какие-нибудь истории, пересекающиеся с твоей идеей. Ну и глянь каких-нибудь других авторов, может найдешь для себя что-нибудь новенькое. Итак, допустим, ты придумал скелет своей идеи, теперь пора нарастить мяска. Можешь придумать правила мира, в котором происходит действие твоей истории. Допустим, там нельзя ходить в сандалиях вместе с носками. Подумай над чертами характера персонажа, чтобы легче было придумывать ситуации, и чтобы он поступал в них более логично. Ситуации, кстати, могут работать на раскрытие твоего персонажа и на самого зрителя. Подумай над локацией, какие там будут детали, помогающие раскрыть твой мир, задумку или персонажа. Подумай над светом, он тоже очень важен. Вообще свет важен не только в CG. Даже на съемках in real life отсутствие качественного света сильно сказывается на конечном результате. Пусть у тебя будет самая ебейшая камера в мире и самый охуевший оператор, если свет будет дешевый, читай плохой, то достичь эффекта вау будет тяжело. И вот мы дошли до сценария. Делюсь тем, как его пишу я. Этот вариант чисто технический, так как заказчику его, конечно, можно показать, но скорее всего реакция будет из разряда «это что за хуйня?». Открываем таблички и пишем. В первую колонку пишем общее описание сцены без технических моментов.
моментов. Во вторую запиши локацию, в которой происходит действие. В третью подробное описание сцены и действия, происходящие в ней. В четвертую действующих персонажей. В пятую реплики героев или диктора. В шестую звуковое сопровождение. В седьмую визуальные эффекты, текстики и переходики. В восьмую движение и положение камеры. Какое фокусное расстояние будешь использовать, а также сюда можешь ебануть раскадровку. В девятую длину кадра по секундам. В десятую запиши реквизиты и оборудку, которую будешь юзать. Хотя к синематикам это не особо относится, ну чисто как бонус. В последнюю можешь записать комментарии к каждой сцене. И все, один шот ты расписал, молодец, поздравляю вас, товарищ режиссер, постановщик, сценарист. Да, все это дело только для одного шота, но вот вам лайфхак, чтобы не копипастить информацию каждый раз в эти колоночки. Итак, мы уже на финишной прямой. Загружаемся в сеть интернет и ищем рефы. Рефы можно поделить на разные группы. Рефы по свету, рефы по локациям, рефы по операторке, рефы по персонажке, рефы по постановке и режиссуре, рефы по монтажке и рефы по материалам. Количество рефов зависит от твоего проекта. Чем больше и качественнее рефы, тем пизже. Юзать реальные фотолокации можно только в том случае, если они были построены для съемок. Во всем остальном лишь для общего понимания сцены, примерно так же со светом. Локацию нужно выстраивать в зависимости от поведения твоей камеры и действий, происходящих внутри сцены. А теперь полируем сценарий раскадровки под ваши рефы, если вдруг нашли что-то получше. А если не нашли, то просто полируем. Ну и наконец ебани аниматик, чтобы подбить тайминги, протестить динамику и все такое. А также чтобы лучше объяснить заказчику, что кого вообще происходит. Аниматик, если говорить простыми словами, это твой проект, только собранный на коленке в прямом смысле этого слова. Вон, Майк Дива хуярит, видали? Ну вот и все, челиксы, предпродакшн готов, и вы готовы сделать свой первый по-настоящему взрослый шаг в мир кино и прочие шляпы, которые мы так любим. Я, конечно же, не буду просить вас оставить комментарий, что кого вообще и как вам такой формат, моя подача и все такое. Я лучше скажу следующее: ебать, мы с вами охуенные. Покеда.